Доброго времени суток, дорогие рукодельницы! Я рада вас вновь видеть на своем канале. Сегодня мы с вами будем вязать вот такой вот очень простой, интересный двухцветный узорчик крючком. Вот так вот выглядит лицевая сторона, вот так вот выглядит изнаночная. Для вязания буду использовать два цвета пряжи и крючок, который подходит к размеру моей пряжи. У меня это крючок то ли 2,5, то ли троечка. К сожалению, обозначения у меня на крючке нет. Начинаем вязание с того, что набираем цепочку из воздушных петель. Количество петелек должно быть кратно 3 плюс 2 петли. Я провязала небольшую цепочку для образца. Теперь во вторую петельку от крючка завожу крючок и вытаскиваю петельку, оставляю на крючке. Следующую точно так же. И таким образом провязываю до конца ряда. Вот так. Вот что у нас получилось. Теперь берем новый цвет и протягиваем его сначала через одну петлю, а дальше через 2. 2, опять 2, 2 и так далее до конца ряда. Вот так вот провязываем до конца ряда. Теперь смотрите, первую вот эту розовую петельку мы не трогаем, а дальше 1, 2, 3 петли, заводим крючок и вытаскиваем 1 ниточка, делаем накид, и теперь сюда же под эти 3 петельки вытаскиваем 2 ниточку. Повторяем 1, 2, 3 петли, захватываем нить, накид и сюда же вытягиваем ниточку. Повторяем 1, 2, 3 петелька, захватываем ниточку, делаем накид и теперь под эти 3 петли провязываем. И по такому принципу вяжем до конца ряда. В конце ряда у нас с вами осталась одна вот эта розовая петелька, мы ее также провязываем. Теперь меняем цвет и сначала протягиваем одну петлю, а дальше будем вязать по 2, то есть вот как у нас узор идет. Провязываем 1 и 2, опять 1, 2, 2. И вот по такому принципу мы с вами вяжем до конца ряда. Дошли мы с вами до конца ряда. И вот у нас тройку, да, мы провязали, у нас осталась еще одна связочка из 2 петелек, мы ее также провязываем. Теперь следующий ряд мы вытягиваем розовые петли, то есть вот эту первую желтую петельку не трогаем, а начинаем со второй. И вытаскиваем 1 петелька, следующая 2, 3 и так далее до конца ряда. Вот как узор у нас идет, так мы вытягиваем петли. Вяжем так до конца. Вот после тройной связки у нас в конце еще осталась одна петелька, и здесь мы захватываем и желтую, и розовую петлю и протягиваем. Теперь меняем цвет и вначале желтым цветом провязываем одну петлю, а дальше до конца ряда по 2, 2, 2, 2 и так далее. Вяжем так до конца ряда. Дошли до конца ряда, и смотрите, теперь узор у нас повторяется, то есть мы с вами будем вязать вот первую петельку розовую мы не трогаем,
под 3 следующие петли вытаскиваем ниточку, раз, делаем накид и под 3 петельки 2. Опять 3 петельки зацепили, провязали раз, накид и под эти же 3 петли провязали 2. Так вяжем до конца ряда. Провязываем 3 петли раз, накид, 3 петли 2. То есть точно так же, как мы с вами вязали вот здесь первый раз, когда вязали под 3 петли. И здесь в конце ряда нам осталось еще провязать одну петлю. Вот мы захватываем и розовую ниточку, и желтую, и вытягиваем, меняем цвет, и теперь провязываем в обратном порядке. То есть это тот ряд, который мы вязали сразу после вот этих вот петелек, которые провязывали по 3 вытянутые вот эти вот полосочки. То есть мы провязываем вначале одну петлю, а дальше по 2, 2, 2, 2 и так далее. Как видите, теперь узор у нас уже пошел на повторение. Провязываем так до конца ряда. Вот, дошли до конца ряда, и теперь повторяем следующий ряд. То есть под каждую вот эту вот желтую петельку мы протягиваем новые петли. Узор повторяется, таким образом мы можем провязать столько рядов, сколько нам необходимо. Я думаю, что дальше сложности у вас возникнуть не должно, но если вдруг есть какие-то вопросы, тогда вы просто перематываете видео немножко назад, до того момента, там, где мы вязали такой же ряд, только раньше. Смотрите, принцип не меняется. И вот такой вот получается узорчик, если провязать большее количество рядов. На этом мой мастер-класс подошел к концу. Если он вам понравился, тогда поставьте, пожалуйста, лайк, напишите комментарий и не забудьте подписаться на канал, если вы этого еще не сделали. Ну а я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока-пока.